Всем привет! Сегодня я сделаю опять видео про героя, вернее одного из героев, одного из кумиров нынешнего времени, у которого так аудиторию разрывают они с Арестовичем. Это такие женщины бальзаковского возраста, не обижайтесь никто, пожалуйста, которые любят, я так слышал, засыпать под видео сегодняшнего героя. Эту футболку я на видео одел тоже не случайно, чуть позже вы поймете почему. Как вы уже догадались, герой сегодняшнего видео — это великий наш суперагент 007 Юрий Борисович Швец. Каждому из вас я дам еще раз, уже который раз, одну и ту же рекомендацию. Когда вы интересуетесь каким-либо человеком, вы зайдите, изучите его биографию, его бэкграунд. А если вы очаровываетесь человеком, чего я не советую делать вообще ни в каком возрасте и ни в каком случае, тогда тем более, еще более глубже, детальнее изучайте биографию этого человека. Так вот, Юрий Швец, у него такая биография, понятно, он же бывший агент или не бывший агент КГБ. Мне кажется, не бывший агент КГБ, а действующий. Я сразу хочу обратить внимание людей, которые, вы не обязаны многие это знать, но, может быть, для вас сейчас это будет открытием. Есть целая агентурная сетка во всех соцсетях разных каналов, в том числе и в YouTube. Очень многие из них недавно закрыли, в том числе там Мрия канал и всякое вот это вот дерьмо, консервы все эти КГБшные, они все, вернее, многие из них закрыты. Это Тамиры Шейхи, это всякие там Васильцы, вот это все говно. Есть крупное говно, например, такое как Шарий. Ну и еще одно крупное, вот как Юрий Швец. Во всех этих случаях прослеживается одна очень важная тенденция. Их YouTube-каналы растут просто с невероятной скоростью, с геометрической прогрессией. Как это происходит? Любой человек, который имел дело с YouTube, или который, как я, лично начал YouTube-канал, вы все понимаете, если вы не супер-пупер медийный человек, вот даже та же Мосейчук с 1+1, это супер узнаваемый, супер медийный человек. На сегодняшний день у нее там 440 тысяч подписчиков. У Швеца более чем 1 миллион 200 тысяч подписчиков. YouTube-канал он открыл, согласно Википедии, 27 мая 2021 года. То есть каналу нет даже и 2 лет. В том же 2021 году он получил сразу серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков. В прошлом году он уже получил золотую кнопку за 1 миллион подписчиков. Поверьте мне, такие цифры, если вы не Моргенштерн или там не Илон Маск, вы никогда не добьетесь, даже вливая огромные деньги. Вы можете влить деньги и получить там, может быть, такое количество подписчиков, но вы не, даже просмотров. Но вы не получите такую вовлеченность аудитории, которую имеет Юрий Швец. Понятное дело, далеко не последнюю, а одну из самых первых ролей в этом сыграл кто? Конечно же, Дмитрий Ильич Гордон. Еще одна закономерность. Все, кто очень тесно тусуется с Гордоном, от них всех пахнет гыбней, как и от самого Гордона. Поэтому, если Гордон рядом, уже нормальные люди сразу ерзают, что там что-то не так. Еще раз напоминаю то, что говорил в прошлом видео про Швеца, но оно выходило давно, еще только тогда, когда свой YouTube-канал запустил. Это там около 7 месяцев назад, и, по-моему, я про него выпускал. Это тот человек, который активно пиарил вместе с Гордоном Смешко. И послушайте, как он о нем высказывался. Это интеллигентнейший человек, то, что называется rocket scientist, а он действительно специалист-ракетчик, разрабатывающий ядерные боеголовки. Таких людей с таким интеллектом в Украине мало. Я знаю многих, так называемой элите. Мало. Это стратег. У него есть видение. Он знает, куда Украину, куда и как можно направить Украину к лучшему будущему. Подобных взглядов я не слышал практически ни... Хотя нет, был еще один человек, который руководил ракетной в Советском Союзе, ракетной индустрией в Украине. То есть это один из лучших интеллектуалов. Я считаю, это честный человек. И если взять всех вместе президентов предыдущих, то они все вместе ему в подметке не годятся. Так вот сейчас еще более интересней. Где великий, еще один суперагент Игорь Петрович Смешко? Самый эрудированный, самый лучший, самый уважаемый, обладающий невероятными связями, состоящий в невероятных клубах мирового правительства. Где Смешко? Уже скоро, почти год, как идет война. Где он? А я вам скажу, где он. Если Гордон в начале войны смылся в Черновцы, и там из подвала еще хоть потихонечку вещал, сидел, переживал за свою недвижимость в Киеве, то этот
быстренько свалил, потому что на нем столько дел, в том числе и связь с отравлением Ющенко, просто однозначно. Кстати, вот по иронии судьбы, сегодня Гордон выпустил интервью с Ющенко, посмотрю обязательно. Так вот, там этот Смешко настолько замазан, и там тоже дело шито белыми нитками, там такая паутина и такое происходит, что он понял, что если сейчас Россия захватит, не дай бог, Украину, всплывут такие моменты, а по отдельным слухам, я вам уже это рассказывал, он вообще готовился участвовать во всем этом деле. Но это же всего лишь слухи, правда? Тут же его начал тогда выгораживать дружок Гордон и рассказывать, что Игорь Петрович на сверхсекретном заседании, собрании шпионов в Вашингтоне, наверное, там, где и Швец. Может быть, Швец ему там поставил эту кушеточку, раскладушечку советскую, еще со времен работы в КГБ. И там Смешко, наверное, отдыхает. Но не отдыхает Швец, который практически каждый день выпускает видео. Слушать их невозможно, и даже чтобы найти материал, я мог бы вставить кучу материала сюда, но я даже не хочу это все отслушивать, потому что я или засыпаю, или раздражаюсь, потому что я страшно не люблю такой тип людей. Это человек, использующий обороты, вот эти вот все Игорь Петрович, манера разговора такая советская глубоко. Меня от этого подташнивает. Поэтому, я думаю, вам будет достаточно даже тех вставок, которые я вставляю в эти видео. И сейчас будет самая главная вставка. Послушайте, пожалуйста, что этот чудик говорит про Трампа и про всех людей, которые поддерживают Трампа. И в том числе, как вы видите и знаете, и я. На чем это я остановился? Политическая жизнь. Так вот, есть очень серьезные противники в Америке оказания помощи Украине в принципе. Жесточайшие, которые ставят вопрос ни цента Украине. И они собираются это начать. Они начали уже, но по большому счету с 3 января следующего года. Это трамписты. Есть у них такое самое оголтелое крыло, которое называется МАГА. МАГА – это сокращенно то, что Трамп сказал: «Make America Great Again». «Сделай Америку опять великой». Это бредовый лозунг, пустой, потому что ничего в этом плане не делается. Но шума они поднимают много. Так вот, значит… А теперь вашему вниманию представляю официальный твит конгрессвумен украинского происхождения, члена республиканской партии Виктории Спарц, и официальное ее заявление о том, что она просит Байдена предоставить вооружение, необходимое тяжелое вооружение Украине. Вот такой вот Юрий Швец агент, вот такие гадости он говорит. Знаете, почему он говорит эти гадости? Потому что, конечно же, при Байдене совсем другая игра. Потому что придет Трамп, там могут и до Юрия Швеца добраться. Я сейчас не хочу делать никаких громких заявлений. Я думаю, что в спецслужбах США не дураки работают и прекрасно знают, кто находится на их территории и кто что чешет на их территории. Я для себя продолжаю считать Швеца двойным агентом. Поэтому я что хочу сказать. Просто каждый стрим и под каждым видео: ой, Денис, даже люди не со зла это пишут, я понимаю. Ой, Денис, зайдите, посмотрите, или там ссылку вставляют. Вот Юрий Швец на этот счет тоже высказался. И главное еще, кстати, вспомнил. Не вздумайте купиться на вот эти вот фишки. Например, я говорю, что Ермак агент Кремля, и Швец говорит, что Ермак агент Кремля. Но в то же время Швец говорит, что ленд-лиз нам не нужен. Задумайтесь, почему он так говорит. То есть смотрите в ключевые тезисы и никогда не считайте, что агент будет однозначно переть там, если он за Россию, то есть агент ФСБ или КГБ, ну, короче, российский агент, он будет лепить все вот так вот топорно и в тупую, как там, например, Шари или Тамир и Шейх и вся эта шваль. Это так называемые агенты влияния, который будет аккуратненько подливать масло в огонь, даже иногда скажет то, что вам нравится, или нам, украинцам, нравится, но потом преподнесет ту информацию, которая нужна ему. Вот ленд-лиз не нужен, объявит порядочных людей агентами КГБ, хотя эти люди к КГБ никогда никакого отношения не имели. Вот так работает Юрий Швец. И возвращаясь к его дружку Гордону, вы зайдите, посмотрите, сколько огромных интервью у Гордона и старых, с людьми, которым вообще практически ни у кого нет доступа, которые в жизни давали 1-2, а может быть вообще первое интервью в жизни Гордону, и огромное количество этих людей связаны с КГБ. Как это происходит, не знаю, подумайте сами. Возвращаясь к аудитории, включайте, пожалуйста, критическое мышление. Я понимаю, что женщинам, особенно у которых не устроена личная жизнь, им нравятся такие мужчины, как Арестович, там, как Юрий Швец. В них они находят своих идеалов, которых им там не удалось встретить в жизни. Но все же немножко сложнее, и это политика. И это то, от чего зависит наша жизнь и судьба Украины, если говорить нынешнее время. И будьте внимательны вообще, когда кого-либо слушаете, особенно любителей
Ну, таких заголовков, знаете, суперсенсационные, типа там у Путина 20 двойников, Путин завтра умрет, через месяц Россия распадется, там завтра Москва будет захвачена. Это кто этим занимается? Пентковский, Соловей, Швец. То есть, да, все, кто в медиа, и я в медиа уже получается, есть законы медиа, да, нужно такой пестрый заголовок, кто-то даже не брезгует откровеннейшим кликбейтом, иногда нужно там подсолить, поперчить, но важно не пересолить и не переперчить. А если это просто тупой кликбейт, то это работа на кого? На быдло. А быдло – это, как известно, самая главная аудитория КГБ. И если вы зайдете и внимательно прочитаете, например, комментарии под любым видео Швеца, особенно по таким видео, которые набрало огромное количество просмотров, у него почти все видео набирают много просмотров, там очень четко прослеживается, ну, извините, я скажу как есть, люди с очень низким IQ, ну и, конечно, много ботов. То есть это как сразу начинают молиться: ой, Юрий Борисович, вы великий, вы лучший, как все складно говорите, как все замечательно получается. Он сидит доволен собой, хотя он уже далеко не молодой человек, ему за 70, и думает: вот это я красавец, вот это я даже в своем возрасте даю прикурить еще. Если вы считаете, что я в чем-то не прав, напишите, но только обсуждайте, еще раз говорю, и буду, наверное, каждое видео это говорить, обсуждайте не меня, обсуждайте видео. Я в КГБ не работал, в отличие от Швеца, и тем более не работаю. А этот человек, я говорю, я пытался разобраться в его биографии, там есть вроде бы громкая вывеска, участвовал там, и как бы дело глубже не идет. Хотя я изучал биографии и продолжаю изучать очень многих там серьезных агентов с Моссада, с того же ЦРУ. Они даже интервью могут дать сейчас уже, прийти очень основательные. Очень часто они выпускают книги, которые становятся бестселлерами в Америке. То есть там все равно прослеживается какая-то цепочка, там прослеживается цельная картинка, что да, этот человек, конечно, серьезные вещи в жизни делал. По Швецу это так, в общих чертах, много всего, и вроде как за этим ничего не стоит. И не забывайте, пожалуйста, про историю отравления Литвиненко в Британии ФСБшниками. Там же свидетелем по этому делу проходил и швец, и там тоже такое, ну, все мутное дело, которое дурно пахнет. Такие вот дела. Получилось очередное видео про личности. Я говорю, как бы не хотелось бы, но приходится делать, потому что люди слушают, некоторые, да многие, фанатеют просто от этого. Научитесь, как в питании, знаете, правильные привычки. Так и здесь нужно. Фильтруйте информацию, копайте глубже. Но нельзя просто послушать и поверить. И я своим зрителям то же самое говорю. Это именно поэтому я стараюсь вам всегда аргументировать и конкретные факты и здесь давать, и в телеграм-канале. Кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, и туда, потому что все друг друга дополняет, и это очень важно. Мне просто реально обидно наблюдать, как люди могут на такую примитивную технологию купиться, что, по сути дела, этому швецу даже не надо никаких много усилий. Ну, а оценку Гордона вы давайте сами. Я считаю, что этот человек глубоко вредит Украине. У него сегодня Ермак ужас и агент ФСБ, завтра у него Ермак герой самый лучший. И так, если вы проследите на протяжении всей его жизни. То есть это человек, который глубоко не уверен в себе, который ищет себе влиятельного покровителя и, по сути, так пропетлял всю свою жизнь, делая карьеру на пирамидках, на всяких концертах под крышей, по слухам, конечно, московской мафии солнцевских. И так это все тянется. А где такие серьезные структуры? Там, конечно же, и спецслужбы. Ну и, конечно же, какие? КГБшные. Так что думайте, дорогие друзья. И еще раз вам скажу, это третье видео за неделю, наверстываю упущенное, потому что времени на прошлой неделе было очень мало свободного. Подписывайтесь обязательно на канал, будет еще много-много интересного. И не забывайте, что каждое воскресенье вечером я провожу прямые эфиры, так называемые стримы, где в прямом эфире сижу, отвечаю на вопросы. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Анонсы я всегда выставляю во всех своих соцсетях. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.